Привет, друзья! Замечательная задача, но вначале поговорим, как вот спортивные единоборства могут быть связаны с математикой. Мы знаем, что боксерские поединки проходят на ринге, который имеет форму квадрата, а вот единоборство проводится на ринге, который имеет форму правильного восьмиугольника, и его спортсмены называют просто октагон. Это такое древнегреческое слово, вообще говоря. Вот почему пентагон называется пентагон, потому что пента – это 5. Вот. Поэтому многоугольник у древних греков назывался полигон. Ну, пятиугольник правильный пентагон, как я и сказал, ну, а восьмиугольник правильный октагон. И вот надеюсь, что вы узнали наших героев на превью, напишите, если узнали, и мы перебрасываем мостик к нашей задаче. Дан этот октагон, то есть правильный восьмиугольник, проведена маленькая его диагональ, есть две, большая и малая, и площадь нижней отсеченной части, я думаю, все видят, что это трапеция равнобедренная, 17 метров в квадрате. И вот нужно найти площадь желтой части, ну а лучше площадь всего нашего восьмиугольника. Попробуйте сами решить эту задачу, мы решим очень-очень быстро, буквально в один шаг. Но вначале кое-что вспомним. Что мы вспомним? Посмотрите. Как вообще говоря находится площадь многоугольника, ну, в частности, восьмиугольника. Ну, практически сейчас в 9 классах школьники проходят правильные многоугольники. Ну, по крайней мере, начинают. И вот там говорят, что существует теорема, что около правильного многоугольника можно описать окружность, такая важнейшая. Ну и центр этой окружности – это центр этого многоугольника. И проведя диаметры, мы разобьем, ну, в частности, наш восьмиугольник на 8 равных равнобедренных треугольников с общей вершинкой. И вот, чтобы найти площадь всего этого многоугольника, можно найти площадь одного треугольника и умножить на 8. Вот стороны этого равнобедренного треугольника R и R, ну, надеюсь, все видят эти стороны, а если обозначить вот эту сторону всего восьмиугольника А, это будет основание равнобедренного треугольника. Ну, а дальше что? Дальше находит уголок при вершинке. Сколько он будет? Ну, 360 градусов, это полный угол. Если разделить на 8, мы получим 45. Угол при вершинке 45, и используя формулу 1/2 а на b на синус гамма для площади треугольника, мы получим вот такую первую формулу площади нашего восьмиугольника, выраженную через радиус описанной окружности. Ну а вот если требуется через сторону многоугольника найти площадь, тогда из этого треугольника, ну в частности по теореме косинусов, можно сторону А выразить через R, потом R через А, и заменив, получим вторую формулу площади нашего восьмиугольника. Но если вернуться к нашей задаче, у нас нет ни стороны, ни радиуса, верно? И поэтому нам нужно придумать. А придумать здесь можно очень много всякого красивого. Вот посмотрите, я проведу еще одну диагональку. Нетрудно доказать, что она будет параллельно нашей, что там будут прямые углы, что четырехугольник, который получится вот у нас здесь А, Б, С, Д, это прямоугольник. Но сверху получится точно такая равнобедренная трапеция. Не будем это строго доказывать, и это можно легко сделать. Все. Итак, фактически нужно выяснить, чему равна площадь А, Б, С, Д этого прямоугольника. А, Б, С, Д – это прямоугольник. Прямоугольник. О, напишу сокращенно. И вот здесь такая хитрость. Проводят диагонали этого прямоугольника. Он разбивается на 4 треугольника. Ну, вообще говоря, диагонали разбивают любой прямоугольник на 4 равных по площади треугольника, то есть равновеликих. И вот я спрошу у вас, а площадь вот одного этого треугольника, какую часть от площади всего восьмиугольника составляет? Ну, вот наш треугольник вот здесь, на предыдущем рассуждении, какую часть площади всего многоугольника, восьмиугольника составлял? 1/8 правильно? Правильно. Ну, и это составляет 1/8. 1/8 площади всего восьмиугольника. Ну, тогда и этот 1/8 S, это 1/8 S, и это 1/8 S.
тогда легко понять, что 1/8 плюс 1/8 – это 1/4, ну, 1/4, 1/4, 1/2. Тогда площадь нашего всего вот этого прямоугольника, какую часть будет составлять от площади всего восьмиугольника? А? Ну, вторую часть, 1/2 s, то есть 1/8 плюс 1/8 плюс 1/8 плюс 1/8 – это 1/2 s, верно? Ну, тогда на две оставшихся равных равнобедренных трапеции приходится тоже 1/2 часть площади восьмиугольника, что кажется внешне не очень вероятно. И тогда площадь одной такой трапеции – это будет 1/4 s. Но откуда площадь всего нашего восьмиугольника будет равна 17 умножить на 4 – это 68 метров в квадрате. 68 метров в квадрате, и это есть ответ. Ну, если кому-то хочется найти отдельно площадь желтого, нашего вот этого многоугольника, то мы скажем, что площадь желтого будет равна 17 умноженное на 3 или на 3, 51 метр в квадрате, да? Таким образом, ответ на вопрос задачи, чему равна площадь нашего октагона, это 68 квадратных метров. Ну, я замечу, что, вообще говоря, по стандарту, вот расстояние между противоположными сторонами, то есть от сетки до сетки, как говорят спортсмены, составляет на самом деле 30 футов. Вот 30 футов, и можете тогда найти площадь в акрах. Сколько будет площадь в акрах? Сколько акров составляет площадь? Но это так не обязательно. Напишите, понравилась ли вам задача, поставьте лайк, если да. Ну и подпишитесь, если вы уже дошли до уровня подписки на наш, как мне кажется, неплохой канал. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.